Здравствуйте, это радио «Вашингтон», у микрофона Данила Гальперович. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и ее глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Украина и Россия обменялись пленными 205 на 205. Жители стран Запада опасаются начала мировой войны из-за России. Как к такой войне готовятся в Лондоне? Репортаж Маши Слоним. Президенты Соединенных Штатов и Турции поговорили по телефону об Украине. Агентство Reuters сообщило, что Пит Хексет распорядился остановить военную помощь Киеву, еще не будучи главой Пентагона. Мы начнем наш выпуск с редкой позитивной новости, имеющей отношение к российской агрессии против Украины. Киев и Москва обменялись более чем 200 пленных, и это подтвердили обе стороны. Президент Украины Владимир Зеленский и Минобороны России. Нина Вишнева расскажет подробности. Они вернулись домой. 202 украинских солдата и сержанта и 3 офицера. Бойцы военно-морских сил, воздушных сил, десантно-штурмовых войск, сил территориальной обороны, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Защитники боролись на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также в гарнизоне Мариуполя. В своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский написал: «Они были разбросаны по многим регионам России, заключены в тюрьмы с единственной задачей – издевательство и уничтожение человеческого достоинства. Мы вернули их, и я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую». Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщает: освобожденным предоставят медицинскую помощь, необходимую одежду, средства гигиены и денежные выплаты за время пребывания в плену. Кроме того, им будет обеспечена реабилитация и поддержка после длительной изоляции. Минобороны России также подтвердила обмен пленными с Украиной в формате 205 на 205. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им, цитируя телеграм Минобороны, оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Этот обмен стал 5-м с начала года и 64-м с начала полномасштабного вторжения. Посредником, как и в прошлом обмене, который состоялся 19 апреля, выступили Арабские Эмираты. На данный момент с марта 2022 года в результате переговоров и обменов удалось освободить 4757 граждан Украины. Между тем, Киев смог подтвердить около 8 тысяч украинских военнопленных и 2500 гражданских лиц в российском плену, сообщает украинское издание «Змина.Инфо». Однако во время обменов Кремль каждый раз возвращает людей, плен которых прежде не подтверждал. Нина Вишнева об обмене пленными между Украиной и Россией. За 2 дня до празднований победы союзников над Германией во Второй мировой войне, которая на Западе и в Украине отмечается 8 мая, а в России 9 мая, Москва объявила, что на ее мероприятие приедут аж 29 лидеров разных стран, обвинила Европу в возобновлении европейской идеологии нацизма, это выражение министра иностранных дел Сергея Лаврова, и продолжала обстрелы Украины. В пригороде Сумы в результате российского ракетного удара 6 мая погибло и было ранено большое количество мирных граждан, в том числе детей. На момент записи этого подкаста известно о 3 погибших, в том числе 6-летнем мальчике и 11 раненых, из которых 5 дети. Украинский МИД призвал глав государств, которые собрались на парад в Москву 9 мая, воздержаться от этого визита и заявил, что российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны. Цитирую: «Эти люди не освободители Европы, они оккупанты и военные преступники. Маршировать бок о бок с ними – это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу над нацизмом». Конец цитаты.
Вспоминая о Второй мировой войне, граждане стран Запада опасаются и нового всемирного конфликта. Международная исследовательская компания YouGov опубликовала результаты опроса, говорящие о том, что большая часть жителей Западной Европы и США считает возможным начало Третьей мировой войны в ближайшие 5-10 лет. От 41 до 55% опрошенных в Европе и 45% в США считают вероятность новой войны высокой или довольно высокой. От 68 до 76% уверены, что эта война будет сопровождаться применением ядерного оружия. Основным источником угрозы от 72 до 82% опрошенных в Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании назвали Россию. Также думают 69% американцев. В Британии к угрозе со стороны России решили отнестись с максимальной серьезностью, и британские газеты сообщают о пересмотре Кабинетом министров Соединенного Королевства секретного плана на случай нападения на страну сил иностранной державы. План касается любого внешнего нападения, но наблюдатели подчеркивают, что решение о ревизии этого документа было принято после того, как Британия в апреле назвала Россию угрозой своей безопасности. Из Соединенного Королевства рассказывает журналист Маша Слоним. Британский «Телеграф», а за ним и «Таймс» пишет о том, что правительство обновляет планы на случай войны или нападения на Великобританию. Выясняется, что эти планы не обновлялись с 2005 года. По информации прессы, Управление Кабинета министров по обеспечению готовности и снижению рисков пересматривает планы действий в чрезвычайных ситуациях в связи с напряженностью в отношениях с Россией. Документ определяет, как правительству следует реагировать на нападение или объявление войны. Существующий документ сильно устарел, как пишет газета, и не включает в себя такие ключевые риски, как кибератаки или ракетные нападения на важнейшие объекты национальной инфраструктуры, включая терминалы запасов газа, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы. План, о котором впервые сообщила газета The Daily Telegraph, будет включать стратегию на ближайшие дни после удара по материковой части Великобритании. В него войдут сценарии, по которым Британия будет поражена обычными ракетами, ядерными боеголовками или подвергнется кибератакам. В плане будут представлены варианты того, как премьер-министр и его кабинет должны руководить правительством в военное время и когда им следует укрыться в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона. Ожидается, что будут рассмотрены военные стратегии для железнодорожного и автомобильного сообщения, а также судов и интернет-связи. Кабинет министров недавно опубликовал и обновил свой анализ всех потенциальных угроз для страны и их возможного воздействия на безопасность Великобритании. В него вошел сценарий, в котором враждебное государство одновременно запускает ракеты и совершает кибератаки на инфраструктуру страны. Оценка рисков, опубликованная в январе, показала, что успешная атака может привести к гибели гражданских лиц, а также сотрудников экстренных служб, а также нанести серьезный экономический ущерб и нарушить работу основных служб. В новом плане действий в чрезвычайных ситуациях впервые будет рассмотрен вопрос о кибервойнах, который, по словам руководителей секретных служб, сейчас является одной из самых опасных угроз, с которым сталкивается Великобритания. Хакеры при поддержке государства способны отключать транспортные сети, вызывать перебои в подаче электроэнергии и временно закрывать правительственные учреждения. Рассказывала Маша Слоним. Президент США Дональд Трамп при этом не снижает активности в попытке добиться поддержки своих усилий по завершению российской войны против Украины. 5 мая американский лидер созвонился с президентом Турции, и два политика, известных личной благосклонностью к Владимиру Путину, обсудили в том числе и Украину. По материалам информационных агентств и независимых изданий рассказывает Алексей Горбачев. Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провели телефонный разговор, в котором затронули в том числе агрессию России против Украины.
Трамп, в частности, заявил, что хотел бы работать совместно с президентом Эрдоганом над прекращением российского вторжения в Украину. В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп также написал, цитата, «Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над прекращением нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной сейчас». А это была цитата Трампа по социальной сети Truth Social. Напомню, что Трамп ранее обещал прекратить войну в Украине в течение 24 часов после начала своего второго срока в январе и активно выступает за достижение мирного соглашения между Киевом и Москвой. Президент США неоднократно возлагал ответственность на Украину за начало войны, несмотря на то, что вторжение было инициировано Москвой. Недавно, впрочем, Трамп обратил часть своего гнева на президента России Владимира Путина, подвергнув сомнению его искренность в желании заключения сделки о прекращении войны. Президент Эрдоган в ходе переговоров приветствовал усилия США, направленные на прекращение войны. Он также поблагодарил Трампа за, цитата, «его подход к прекращению войн», упомянув в своем заявлении Украину. Отметим, что Турция, являясь членом НАТО, стремится поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной с момента российского вторжения. Анкара уже дважды выступала площадкой для переговоров, направленных на прекращение войны. Также Турция посредничала в освобождении крымских татар из российских тюрем, участвовала в Черноморской зерновой инициативе и поставляла вооружение Украине, в частности, дроны «Байрактар». Данных о том, какую роль Анкара будет играть в нынешнем переговорном процессе, стороны не предоставили. Разговор закончился обсуждением двухсторонних визитов. Президент Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию в будущем. Трамп подтвердил, что Эрдоган также приглашен в Вашингтон. Конкретные даты визитов не назывались. Алексей Горбачев, Радио Вашингтон. При этом агентство Рейтер выяснило, что в самом начале нового президентского срока нынешнего хозяина Белого дома в феврале США приостановили поставки оружия Украине по распоряжению министра обороны и без согласования с Белым домом, да и министром обороны Пит Хексет был еще не вполне. Что известно об этом на сегодняшний день в материале аналитической службы «Радио Вашингтон». Дональд Трамп вступил в президентскую должность 20 января. Менее чем через 2 недели Пентагон заморозил военную помощь Украине. Поставки оружия и боеприпасов были возобновлены через несколько дней без каких-либо объяснений. Тогда были высказаны предположения, что срыв поставок, одобренных президентом Джо Байденом, стал результатом конфликта двух группировок в администрации Трампа. Одна выступала за продолжение поддержки Украины, другая против. Белый дом и Пентагон не ответили на просьбы журналистов о комментариях. А сегодня агентство Рейтер опубликовало сенсационный материал. Решение о приостановке поставок снарядов и другого оружия принял еще не утвержденный Сенатом министр обороны Пит Хексет. Он, причем в устной, а не в письменной форме, распорядился отменить 11 рейсов американских транспортных самолетов, которые должны были доставить снаряды и иные вооружения в Европу для передачи Украине. При этом, и это самое главное, согласно Рейтер, Хексет действовал по своей личной инициативе, без соответствующего приказа верховного главнокомандующего Дональда Трампа, и даже не поставил Белый дом и президента в известность о произошедшем. Тогда попытки Украины прояснить ситуацию через имеющиеся каналы результатов не дали. Кроме проблем у Украины, эти действия привели к нанесению транспортному командованию США ущерба в размере, превышающем $2 миллиона. По данным Рейтер, полеты были остановлены 2 февраля и возобновлены 5. Источник Рейтер предположил, что Хексет мог неправильно интерпретировать дискуссию об Украине с участием президента. Пока Белый дом и Пентагон не комментировали этот материал Рейтер. Тем более, что Хексет как раз объявил о планах сокращения большого количества высших военачальников США, что намного более важно для американских военных и американского общества. Министр обороны США уже не впервые оказывается в эпицентре скандалов, которые, скажем так, негативно влияют на имидж администрации Трампа. Радио Вашингтон рассказывало об этом. Во многом это объясняется тем, что Хексет не имеет опыта управления столь сложными государственными структурами, как Министерство обороны.
Согласно Рейтер, решение, которое поставило под угрозу безопасность стратегического партнера Соединенных Штатов, было принято по ошибке из-за недопонимания, причем без письменного приказа и подготовки необходимого обоснования. Трамп тогда еще не распорядился о временном прекращении помощи Украине. Он сделал это спустя месяц, в начале марта. Известно, что Дональд Трамп способен некоторое время закрывать глаза на некомпетентность подчиненных и не прощает только нелояльности, а Хексет попытался угадать желание президента, но ошибся. Во что эта ошибка обошлась Украине, мы, возможно, когда-нибудь узнаем. Материал нашей аналитической службы о том, как США перекрыли Украине военную помощь, которая потом была разморожена. На этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста «Украина. Что происходит?», подготовленный журналистами «Радио Вашингтон». Если вы следите за событиями в Украине и за тем, как США и остальной мир реагируют на российскую войну против этой страны, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». Спасибо за внимание и до встречи.